Напишите, пожалуйста, в чат, если меня слышно. Good afternoon, everybody. Добрый вечер всем. Thank you, Puma. Thank you, darling. We can see you perfectly. I'm not going to have a camera today, but people will be able to hear me. We are so happy to see you. And everyone is sending their greetings in the chat room. Gracias. Lots of love for everyone. Говорит, большое спасибо и говорит, посылаю свою любовь для всех участников сегодняшней встречи. Today we're going to talk about love. Сегодня мы будем говорить о любви. Love is the most powerful force of the universe. Любовь является одной из мощнейших сил Вселенной. Our masters say the only reason we come to this earth, to this life, is to love, to be in love, and to be loved. Наши мастера говорят, что единственное, почему мы приходим сюда на Землю, так это для того, чтобы быть в любви, любить и быть любимыми. That is the force that creates new life on this Это planet. и есть сила, которая создает новую жизнь на планете. It's the force that creates new life for the whole cosmos, for the whole universe. Это сила, которая создает новую жизнь для космоса, для Вселенной. We are sacred beings that can be the source of abundant, powerful love. Мы сакральные существа, которые могут быть источником изобильной и мощнейшей любви. So from the beginning of life, because we originated in love, you know, we are all the product of such a powerful, passionate, fiery love. Мы являемся продуктом, каждый из нас абсолютно является продуктом страстной, мощной, сильной любви, и это является источником, самым первым, да, источником энергии для нашей жизни. Our parents are the very witnesses of such a powerful love. И наши родители являются первыми свидетелями такой мощной любви. Apparently, we were consciousness first, and then we wanted to come to this earth to understand the life of humanity and what levels of love we could reach. Оказывается, изначально мы были сознанием, а затем мы пришли сюда, на этот план, для того, чтобы узнать, что такое любовь. And because we come from the divine origins, we never come along. We come with our twin flame or our sacred fire. Из-за того, что soulmate. Идем из источника, мы никогда не приходим одни, мы идем со вторым так называемым пламенем-близнецом, или называют это родственной душой, или называется это еще одной энергией. From that oneness that we were at the origins, we come as two twin flames to this earth, only to fall in love again. И из этого единства, когда мы все были едины, мы приходим в это существование, опять же, для того, чтобы соединиться и опять быть в любви, как это было раньше. So, throughout our life, we're always sharing this love, sensations, emotions, feelings in love with this twin flame. И всю нашу жизнь мы проходим и разделяем с этим пламенем-близнецом. Физическое, эмоциональное, духовное. But this is where it needs to be very clear. И вот здесь нужно четко и ясно понимать. It's not a person that is your twin flame. Что это не человек, твое пламя-то близнецовое. It's an
energy, it's a essence, it's a spirit, it's a soul. That's why it's called soulmate. Этот энергия, это эссенция, именно поэтому она называется родственной душой, да, это дух, это душа. So throughout our life, this twin flame essence will manifest itself through different people. И в течение нашей жизни эссенция вот этого пламенного близнеца, родственной души, да, вот этой души, духа единства манифестируется через различных людей. That's why some people, when they fall crazily in love and they never thought they could love that way again, many years later, for some reasons of life, they divorce and they fall in love again, but more powerfully this time. И именно поэтому, когда люди влюбляются, и когда они уже думают, что все, я никогда не смогу любить, и я никогда уже не способен на такие сильные чувства, и вдруг у них безумная страстная любовь, и они влюбляются, и они вот с одним человеком, они могут разойтись с ним, и затем выйти замуж снова, и эта новая любовь будет также источником вот этого пламени близнеца или родственной души. So, for everyone who is in love, or yet to be in love, my advice is connect with that essence, connect with that spirit, connect with that energy, connect with that soul, and don't take the person for granted. Поэтому для всех из вас, кто уже влюблен, для всех из вас, кто еще будет влюблен, я всегда могу сказать только одно: соединитесь с этим человеком, с этой эссенцией, с этой душой, получите эту энергию и никогда не воспринимайте эту любовь как должное. Life is a divine mystery, and many times we don't live with that twin flame as we wish. We just connect with it for a short period, and then we get distracted. Жизнь, она абсолютно божественна и мистична, и очень часто мы соединяемся с этим пламенем-близнецом, а затем мы рассоединяемся, потому что нас отвлекают. For being lost with connecting with a person, many people lived a whole lifetime without ever connecting with this twin flame. Многие люди проживают целые жизни и никогда не способны соединиться с энергией вот этого пламени-близнеца. So there are people who never experience the highest frequencies of love. Существуют люди, которые никогда не испытывали самых высоких вибраций энергии любви. And there are people who never experienced the sexual alchemy or the sacred fire that is one of the elements of love. И есть люди, которые никогда не испытывали сакральной сексуальной алхимии, которая является одним из компонентов любви. That's why every day we must be grateful to be here in this life, to have the possibility to be in cosmic love. Поэтому каждый день мы должны проводить в благодарности за то, что мы проводим здесь ежедневно, каждую жизнь, и имеем возможность соединиться с этой космической любовью. To have the miracle of sharing this life with your twin flame. И имеем чудо разделять эту жизнь с пламенем-близнецом. And then that talks about faith, your destiny and your path. А теперь давайте поговорим о судьбе, да, о вашей дороге, о том, что суждено. Remember, I told you in the past, nothing ever goes one way. Помните, раньше я говорил, ничего не бывает в одну сторону. At the level you have opened up to love, at that level your life quality will be. Когда вы открываетесь любви, вот на именно этом, насколько вы открылись на этом уровне, и будет у вас процесс любви. So, for all of you, open up to love right now. Для всех вас, чтобы открыться любви, вот прямо сейчас. My grandfather used to say, life is a miracle, but love is a million miracles in one. Мой дедушка говорил,
что жизнь – это чудо, а любовь – это миллион чудес в одном. So choose to be blessed in this Сделайте, life with the sacred love. сделайте выбор быть благословленными в этой жизни с сакральной любовью. Not everybody meets their twin flame at the level where you come from. Не все могут встретиться со своим пламенем-близнецом. Sometimes you see it at a distance, you connect with it, it's very powerful, but you never even get to talk with it. Иногда ты видишь это на расстоянии, и тебе кажется это таким мощным, а затем оно все проходит, и ты даже не имеешь возможности поговорить с этим человеком. Sometimes it's your very neighbor, or you work with this twin flame, or you're living with this twin flame and you never see it. Иногда это твой сотрудник, иногда это твой сосед, и ты можешь жить рядом с этими людьми и никогда не испытать этого сакрального пламени любви. How to recognize your twin flame? Как распознать свое пламя-близнеца? When you're near this essence, the first sensation that comes to your body is shivers or shaking. Когда ты рядом с этой эссенцией, твое тело начинает трястись. Оно начинает действительно вибрировать. Your body gets very hot or very warm from the neck until just above the knees. Твое тело начинает нагреваться, температура поднимается от шеи до колен, и тебе очень жарко. You feel like you're gonna faint or collapse. Ты можешь чувствовать, что ты вот-вот упадешь в обморок или потеряешь сознание. The sexual alchemy, even before you think about it, is very powerful. Сексуальная алхимия, даже когда ты просто думаешь об этом, очень мощная. So when you have these sensations, when you have these feelings, know that you are very close to your twin flame. Когда ты имеешь вот эти ощущения, знай, что ты очень близок к своему пламени-близнецу. The other feeling is you cannot look at that person. When it's coming through this person, you cannot look at that person. It's like looking at the sun, your eyes get too shy. Еще один признак, ты не можешь даже посмотреть в глаза этому человеку. Это как будто бы, как если ты смотришь на солнце, и тебя слепит от присутствия этого человека, и ты так стесняешься даже посмотреть ему в глаза. There's a sense of oneness. There's a sense of wholeness. There's a sense of eternal peace. Чувство единства наполняет тебя, чувство общности, чувство бесконечного мира. Those are signs to recognize when you are close to this powerful being. И это знаки, когда ты рядом вот с этим мощным существом. My grandfather used to say, this is the feeling of being one with the universe, with the cosmos. Мой дедушка говорил, что вот это и есть чувство единства, когда ты чувствуешь себя единым со Вселенной и с космосом. Для тех, кто не знает, Пума кушает листья коки. So Puma, what about the faith? Because a lot of people, they believe if you have a faith, you're gonna meet with that person no matter what, and no one can stand on the way. Yet in real life, we do see that there is all kind of blockages, and just because you're meant to meet, it doesn't really mean that it's happening. For a lot of times they sabotage it, and all kind of stuff happens. What can you say about that? Говорю, Пума, расскажи нам, пожалуйста, про судьбу. Правда ли, что вот когда тебе суждено встретиться с человеком, то ты якобы встретишься с ним, несмотря ни на что, как нам все время все рассказывают. Хотя в практике мы видим, что очень часто какие-то блоки, какие-то саботажи, обязательно что-то присутствует, что-то мешает. Очень часто бывает, что люди не могут встретиться с теми людьми, к которым им якобы суждено встретиться. So faith, I will say, it's a force
that activates love. Судьба – это сила, которая активирует любовь. But it's unconditional because, as I said before, not everyone gets to experience this love twin flame. Но она, безусловно, как я и говорил раньше, не все могут испытать вот это близнецовое пламя. Some people fake it, other people delay it, other people block it, consciously Некоторые or люди unconsciously. притворяются, некоторые задерживают приход этой любви, а некоторые создают блоки, причем происходит это как сознательно, так и несознательно. Because a lot of people fall in love from the ego. Многие люди влюбляются из эго. And as I have told you before, ego is a limited force, therefore love will also be limited. Эго имеет очень лимитирующий источник энергии, и поэтому и любовь-то будет очень лимитирующей. As I told you just today, it begins on what you are choosing for yourself, for this life. Are Как я, you choosing to be in love? Are you choosing to live this life in love with this twin flame? как я и сказал вам сегодня, все начинается с выбора. Какой выбор делаете вы? Делаете ли вы выбор жить с этой истинной любовью? You know, remember I told you everybody on this planet, it's a part of you that is existing in this earth as many million times as you are, so there is no other. Помните, я говорил вам на других передачах, что каждый, кто существует на Земле, да, является вами. И каждый человек на Земле, вот имеются вот эти вот миллионы версий вас самих. So in those millions of humanity, there is a part of you consciously or unconsciously choosing not to exist in love. И вот эти вот миллионы фрагментов вас сознательно делают выбор не принимать участие в любви, не жить в этой любви. So choose today to exist in love with that twin flame. For those of you that have already a partner, call this twin flame to manifest through your partner. Для тех из вас, кто присутствует здесь сегодня, еще раз напоминаю, сделайте сознательный выбор жить в любви. Для тех из вас, кто уже существует партнера, который имеет партнера, вы можете обратиться и призвать пламя-близнец манифестироваться через уже существующих партнеров. So faith is a force that allows this twin flame to be together, but is not conditioned on faith. Судьба является силой, которая помогает манифестироваться этой безусловной любви и вашему пламени-близнеца. Но она не является той вещью, которая управляется этим. So many forces in the universe will work towards uniting these two twin flames, but if your fears, if your doubt, if your blockages are very strong, sometimes you can live a whole lifetime without ever reconnecting with this twin flame until you go back after you leave your body to the soul origins, and then you become one again. Миллионы существует сил во Вселенной, в космосе, которые будут работать над тем, чтобы вы встретились с вашим пламенем-близнецом. Но если вы наполнены страхами, сомнениями, саботажами и блоками, вы можете прожить всю свою жизнь, так и не соединившись с этим пламенем-близнецом здесь на Земле, до тех пор, пока вы не оставите ваши тела и перейдете в реальность Творца. И только там вы сможете с этим увидеться. So you can change that force by choosing today to be in love, and to be loved. И вы можете изменить направление этих энергий, если сегодня вы сделаете выбор любить, быть в любви, быть любимыми. Your intention and your willpower has to be so strong that it will affect the whole universe.
Ваше намерение и ваша сила воли должны быть такими сильными, что это должно повлиять абсолютно на всю Вселенную. So this is what I wish for all of you, my brothers and sisters. This is То, what что I am praying for every day. And this is the level of life we need to live every day so that we can be of best service. Ну что ж, мои братья и сестры, это именно то, что я могу только желать вам, чтобы мы каждый день могли быть в еще более лучшем служении. So I don't believe that governments, rich people rule life on this planet. И я не верю, что правительство или богатые люди управляют жизнью на этой планете. Twin flames that meet in the craziest places of the earth, as little as they may be, are the ones that are creating new life on this planet. Вот эти близнецовые пламени, которые соединяются в каких-то сумасшедших условиях, в каких-то далеких уголках этой планеты, и когда они соединяются, именно они создают и творят жизнь. There are beings, there are brothers and sisters in the cosmos, in other galaxies, who are waiting to come to this earth to experience this love, because it's only possible here. Вы знаете о том, что существует много существ на других галактиках, вселенных, космические братья, которые только и ждут возможности прийти инкарнироваться здесь, на Земле, только лишь для того, чтобы испытать это ощущение любви, потому что оно существует только у нас. Some people are actually jealous in the star family that we can experience love at this level here, because we can. Некоторые космические семьи даже испытывают зависть по отношению к нам, потому что только у нас существует вот эта земная любовь. So if you want to change life on this planet, go love and be loved and be in love. Если вы хотите поистине изменить судьбу этой планете, тогда идите, любите и будьте любимыми. Научитесь быть в любви. Now I'm going to open up a space for questions. Puma, one more thing. Is it true that there is, because every woman always, when we talk about this, they always say that there are more females than males, and that's why, you can't, the odds are always against you for meeting your, Я говорю, Пума, расскажи нам, пожалуйста, все говорят, что мужчин меньше, чем женщин, что женщин больше, чем мужчин, и все всегда пользуются этим как оправданием, что вот у нас все против нас уже до того, как мы начали. Вот мы женщины, нас больше. Правда ли это? Life is always balanced. So there is a perfect equilibrium. Жизнь всегда в балансе. Мы всегда существуем в равном эквилибриуме. When we talk about gender, we are entering into what we call the feminine era. Когда мы говорим о поле, мы говорим о том, что мы входим сейчас в женскую эпоху. So in that process, it looks like there are more women. И в этом процессе похоже на то, что женщин действительно больше. And there are men, especially here in Peru, that speak that for every man there is at least 3 women. У нас в Перу говорят, что на каждого мужчину по 3 женщины, как минимум. Except there are, within every man, there are many more choosing to be with men than with women. Но на сегодняшний день многие мужчины уже делают выбор быть с мужчинами, а не с женщинами. Because the powerful energy of the feminine is too strong for them to be with a woman. Потому что очень эти мощные женские энергии для них слишком мощные, чтобы быть рядом с женщиной. Almost at the level that they also want to be women. Причем это испытывается до такой сильной степени, что они сами бы хотели быть вот такими вот женщинами. Now, when there are women that want to be with women, the process is completely different.
Когда же женщины делают выбор быть женщинами, то это имеет абсолютно другое присутствие. Because it's all about empowering the feminine. They don't want to be a man. Потому что здесь идет весь смысл в том, чтобы женщины обретали силу. Женщины же не хотят быть мужчинами. Nothing ever goes one way. Запомните, ничего никогда не бывает в одну сторону. So if there is 3 women for every man, there is at least 3 men, if not more, for every woman. И если говорят, что есть 3 женщины на каждого мужчину, то как минимум есть 3 мужчины на каждую женщину. And this is, I'm not talking about in the whole lifetime. I'm talking about right now, like at once. Не говорю о протяжении, да, вот об этом эквилибриуме на протяжении всей жизни. Я говорю именно об этой пропорции на сейчас, на данный момент. То есть это не на протяжении всей жизни, это в течение там каждого дня. It's like saying you can be 3 times in love with yourself because there's no other, remember? По большому счету это то же самое, что сказать, что ты можешь быть влюбленным в себя в 3 раза больше. Помни, потому что другой-то стороны не бывает. Yeah, so that's it. Puma, one more question about abortion. So when female goes through abortion, is this, could you say that this is the agreement between the child and the mother to have this life lesson, or is it really karma and is it a murder? Пума, расскажи нам, пожалуйста, а вот аборты, когда мать, женщина делает выбор, да, сделать аборт, является ли это жизненным уроком, который является выбором ребенка и мамы, чтобы пройти через этот жизненный урок, или это является убийством, кармой, да, и преступлением? Okay, this is a very powerful topic because I was just speaking about this with a group of teenagers the other day. Это очень, говорит, мощная тема. Он говорит, я только на днях разговаривал на эту тему с группой подростков. Love creates a new life. Любовь создает новую жизнь. But that new life is conscious, it has willpower, and it can make choices. Это новая жизнь, она сознательная, она имеет силу воли, и она может делать выбор. Some people say that this consciousness is what made this love force to create him into this life. So it was already conscious before conception. Некоторые говорят, что именно вот эта сознательная жизнь, она сознательна еще до зачатия, и она делает абсолютно все выборы в своей жизни. The baby has the choice, not the parents anymore after conception. После зачатия выбор всегда остается за ребенком, не за родителями. So some of these babies, especially these indigo babies, are arriving for only days, weeks, months, very few years, and then they're gone. Некоторые дети, особенно дети индиго, они приходят и остаются в этой жизни буквально несколько дней, иногда несколько месяцев, а затем они уходят. If these babies were not meant to live, even if the mother was trying, all kinds of abortion, it would not happen. Something would block it. Если бы мать сама хотела бы даже сделать аборт, ей бы не позволили, что-то бы ей помешало. In the same way, you cannot force a life to stay here. When its willpower is to live, it will create all kinds of situations to live. И в той же самой стороне можно сказать, что невозможно заставить душу остаться. Если она уже начала этот процесс, да, ты не можешь ничего сделать, если она начала процесс ухода. So, who has more power here with the baby being the mother? She has no choice about it, unfortunately. Итак, у кого есть больше силы здесь? У матери или у ребенка? Да у мамы нету выбора больше. So even if she thinks she's the one choosing, she is not. Really, is the baby. Мама думает, что выбор делает она,
Это не так. Выбор делает ребенок. So love creates new life, but not necessarily new babies all the time. Любовь создает новую жизнь, но не обязательно создает новых ребеночков, новых детей. Thank you, Puma. It's very powerful. Спасибо, Puma. Действительно, очень мощное послание. So you will be creating a space for the questions? Yes, please. Who has questions about Yes, I any have topics we talked people. about? Yes. Итак, сейчас у Пумы. Пума создает пространство для вопросов и ответов. Как вы видите, он продолжает жевать листья коки. Листья коки – это сакральные листья, церемониальные листья, которые используются шаманами для соединения с эссенцией, с духами и для получения информации и для получения вопросов. Когда он делает пророчество, когда они делают предсказания, они всегда жуют листья коки. И сейчас Пума делать будет предсказания и отвечать на вопросы по листьям коки. Okay, Puma, so we have a question from Svetlana from Moscow. She's 41 years old, and here are her questions. Итак, у нас вопрос от Светланы из Москвы, ей 41 год, и вот такие у нее вопросы. She would like to know if she has been exposed to some sort of sorcery or magic, because she is feeling very well, and she's suspecting that that's as a result of influence of this type of sorcery. Светлана хотела бы знать, если она подверглась колдовству, каким-то магическим воздействием, да, каким-то негативным установкам, потому что она чувствует себя нехорошо, и она подозревает, что это так. No, there is no sorcery. Говорит, никакого колдовства на ней нет. Absolutely no influence from other people, right? Никакого воздействия других людей. We're always influenced by other people, but sorcery is a little bit stronger. На вопрос, есть ли на ней воздействие, да, чужих людей, он говорит, мы всегда находимся под воздействием чужих людей, но, допустим, никакого воздействия чужих людей на ней не обнаружено. Then she would like to ask you, how come she is so sick? Everything in her body is ill. Everything, the cycle of illness repeats over and over. Is it karma of past life? Is it this life? Why she's sick all the times. А затем она хотела бы знать, почему у нее болезни, что у нее постоянно все болит. Все это повторяется много-много лет, снова и снова. Является ли это кармой прошлой жизни? Это является результатом этой жизни. Почему же она все время болеет? She needs to be in love. She needs to love, and she needs to be loved, because that's her medicine. Светлана говорит, вам нужно быть в любви, и вам нужно быть любимой. И это и есть вашим лекарством. She would like to see if she has maybe dark forces and that she might require the depossession session through Tatiana, my mom. Она хотела бы знать, может быть, на ней присутствуют какие-то мощные темные силы, и ей нужен процесс освобождения от темных сил. A depossession session is always very good. So yes, it will serve her. Сеанс освобождения от темных сил для нее ей очень поможет через то, что делает вот Татьяна Брежнева. Okay, thank you so much. I have another question from a dear friend of us. Her name is Irina. I've known her for a while now. У нас есть еще один вопрос от дорогой нашей знакомой Ирины из Москвы. She was having a surgery recently. It was supposed to be an easy, appendicitis, which is done simple, yet she had complication, long story. She felt absolutely horrible. Everything went wrong. Why did that happen? Она недавно делала операцию по удалению аппендицита, и там были осложнения. Почему это произошло? На какой почве? Кармической этой жизни? Is it karmic death? Is it this life?
It's karmic. Он говорит, это состояние у вас это кармическое. There has been a lot of liberation and healing for her anyway. So she cannot say it went wrong. It was just intense healing process. Это был очень мощный процесс исцеления, через который нужно было ей пройти. Yeah. But it's taken care of. Now the process is just gentleness. Сейчас уже это все процессы исцеления будут происходить более мягким образом. She would like to know, Puma, if she has any karmic debt before her mother, Sophia. Maybe she owes her emotionally or financially. Она спрашивает, какой у нее есть долг перед ее мамой, Софией. Может быть, это финансовый долг, может быть, это эмоциональный долг. Yeah, there is an emotional debt there. Говорит, да, перед вашей мамой у вас эмоциональный долг. What about her two daughters? She has one daughter, Yelena, and the second daughter, I don't remember, one older, one younger. Yeah. Что касается долга перед ее дочками, одна помоложе, другая старше. To the younger one, there is a karmic debt, and it's physical. So it means financial? Yeah. Перед дочкой, которая помоложе, у нее есть долг, и он финансовый. How big is that debt, Puma? Насколько большой? Around $5,000. Это около $5000 перед ее младшей дочкой. And the older daughter is okay? With the older daughter is paid off. Старшей дочкой она уже рассчиталась. So she would like to ask Puma if she were to start working with Tatiana the healer, how many months does she need to be completely healed? And the key words here is completely healed, if that's possible for her. Она хотела бы знать, если она начнет работать и брать сеанс исцеления с Татьяной Брежневой, то через сколько бы она была исцелена? Ключевое слово здесь полностью исцелена. She should not take for granted the completely healing part. Ведь вы не должны рассматривать. It's a whole lifetime process. Он говорит, вы должны понять, что процесс исцеления полностью для вас является полностью жизненным процессом, поэтому не надо брать процесс исцеления как должное. So how many months does she need to have significant improvement then? Так сколько месяцев нужно, чтобы улучшить ее состояние? 8 months to a year. От 8 месяцев до года. Thank you. She also would like to know if she has any karmic relationship between me, her, and my mom. Is there any like past life? Do we owe anything to each other? Maybe that's why she came to us, because we owe her something, on maybe she has something on her part. Она также спрашивает относительно кармических долгов с Татьяной и с Еленой. Может быть, они что-то ей должны, может быть, она что-то кому-то должна. Какие у них кармические завязки есть из прошлого? She has a debt with you, Yelena, and Tatiana has a debt with her. Yes, there is karmic debt. Говорит, да, говорят, долг существует. Татьяна должна ей, а ты, Елена, должна ей. А она должна тебе. Is it emotional or financial? А долг у нас является финансовым или эмоциональным?
For you, the debt is financial. С тобой долг финансовый. And Tatiana's debt with her is also financial. А у нее перед Татьяна тоже долг с ней финансовый. That is interesting. What's the story? How did this accumulated? Were we like business partners in our past lives, or were we family? Говорю, как же образовались эти долги? Мы были партнерами деловыми или мы были семьей? Yelena, you and her were actually in a relationship. Он говорит, Елена, у вас с ней были отношения. Мы были мужчиной и женщиной в прошлой жизни. Как интересно. And there was a betrayal issue and took everything from you. Она тебя предала и забрала у тебя все. Yeah. Now with Tatiana. Wow. Так, а с Татьяной посмотрим, какая история была. With Tatiana was strictly business. С Татьяной у них были исключительно деловые отношения. So she had bought a house or something material, big one, land probably for Tatiana. Tatiana was supposed to pay back, but never finished it. Татьяна, и она купила для Татьяны землю или дом, и Татьяна должна была ей какие-то отдать, и она не доплатила. Вот в этой степени. Видите, как, друзья, интересно, да, что эти ведь вещи, которые мы думаем в нашей жизни, чего-то мы кому-то не доплатили, кому-то мы должны, оно возвращается. So, on the question she has, why she keeps attracting dark forces, would you say it's because she's not positive enough, not in love enough, or is it some sort of a karmic situation? She's not in love enough. Yeah. Is it possible to be the reason? Love can take care of even sorceries. Любовь может позаботиться о... Говорит, когда человек в любви, тогда, говорит, какое бы колдовство даже на него бы сделалось, любовь позаботится и об этом. Ирина спрашивает, почему она притягивает темные силы. Возможно ли, что она притягивает темные силы, потому что она недостаточно позитивна, недостаточно в любви, или это кармический процесс? Он говорит, она недостаточно в любви. So she attracts dark forces because she's not in love enough? Yes. Ага, она притягивает темные силы, потому что она недостаточно в любви. Татьяна wants to know how big is the debt? Татьяна бы хотела знать, так насколько долг, на какую сумму. Around $1,000. Около $1000 остался долг. Well, it's good to know. Но это прекрасно, что теперь люди знают, смогут разрешить свои долги и иметь больше прогресс. Puma, would you say that after people they're aware of their situation with debt and they settle it, would you say they have a significant improvement in life, in all spheres, in health, love, and whatever? There's a magical shift. There's a major shift that happens. Of course, Я говорю, Пума, когда люди раскрыли ситуацию присутствия долга из прошлых жизней, можешь ли ты сказать, что после этого, как только они разберутся со своими долгами, у них идет прогресс в жизни фактически во всех сферах? Он говорит, да, идет большое смещение, большие изменения. Он говорит, все ускоряется в разы. Next question I have from Елена. Never met her, and she is 50, gonna be 52 in a few days. Следующий вопрос от Елены. Ей будет 52 года через несколько дней. She has a very interesting situation, Puma, and I think a lot of people could relate to that. Я думаю, что у Елены очень интересная ситуация, и многие могут увидеть или услышать себя в этой ситуации. Она говорит, что на протяжении 20 лет она занимается своим развитием, совершенствованием, делает медитации, куда-то там все это работает над собой. So, Елена is stating that in the past 20 years, she's dedicated to her, self-improvement and growth, and she's been doing, all kind of meditation and power sports and everything. But she said 20 years later, she said she barely able
to make any money. She has zero money and she can't survive. She said there are no money coming her way, period. She tried business and all kind of opportunities. And her financial life is so poor. How is it possible? Но 20 лет, она говорит, она с трудом получает минимум на проживание. Она говорит, почему так? Почему не идут ко мне деньги? С чем это связано? Что нужно сделать? Потому что ее финансовая сфера довольно-таки, финансовая жизнь довольно-таки бедная в этой жизни. This is one of these typical situations of karmic debt. When there are karmic debts, then it affects our business, it affects our prosperity, it affects our health, Он говорит, definitely our love life and life with our family. Внимание на эту описанную ситуацию. Он говорит, эта описанная ситуация является типичным примером присутствия кармических долгов. Кармические долги будут влиять абсолютно на все сферы жизни, на финансы, на здоровье, на любовь и на все прочее. What would you tell her? What she can do to improve her finances? Так что же ей сказать, как она могла бы улучшить? She needs to find out. I mean, there can be a sense of knowing also. You don't have to always ask the coca leaves. There can be a sense of knowing who she has karmic debt with, take care of it, and then things will start improving. Он говорит, у вас может быть ощущение, Елена, кому вы кармически должны. Он говорит, у многих людей, когда они начинают думать на эту тему, у них есть ощущение, не обязательно прям спрашивать листик коки, вы должны разобраться и раскопать, кому вы должны, Елена. И от этого у вас все изменится. Then her next question is, what is her life's purpose? What is she here to do? Like what kind of profession? What is she here to learn? What does she need to change in her direction? Она хочет знать, каково же ее предназначение, чем же ей заниматься профессиональной деятельностью, что ей нужно научиться или изменить на своем пути, в своей деятельности. She's doing everything okay with the business part, so she should continue and not give up. Yes, she needs to be more in love. Love needs to be activated. Он говорит, Powerful force of life. Он говорит, профессиональной точки зрения, Елена, у вас все идет окей, поэтому он говорит, не сдавайтесь, продолжайте двигаться все в том же направлении. С точки зрения любви вам нужно быть больше в любви. С любовью у вас, да, не хватает немножко любви. Вот. So would you say, Puma, her life lesson would be to be in love? Yes. Я говорю, Пума, не мог бы ты сказать тогда, что ее жизненным уроком является быть в любви? Он говорит, да. See, and I think, Puma, her third question actually shows the people she has a karmic debt with. И я говорю, Пума, похоже, что ее третий вопрос показывает, с кем же у нее кармический долг. She has my relationship with mom and with my grown-up daughter were not the best. We do not have love. We do not have understanding. Absolutely nothing like it should be in the family. She said, I myself don't even remember myself before I was 14. Looks like somebody wiped off my memory. I was never able to get married and actually even meet the person to have a personal life. What is happening in this part of my life? Looks like everything is blocked. Она говорит, что отношения с мамой, с взрослой дочкой не самым лучшим образом. Нет любви, нет понимания, нет того, что должно быть в семье. В личной жизни у нее также она не вышла замуж, ни с кем не познакомилась, ничего нету. До 14 лет она вообще себя не помнит, как будто у нее кто-то стер это из памяти. Так что здесь с этой ситуацией происходит и что можно сделать? So when we are doing everything in life to succeed and it's not happening, it's because there is sorcery or we have karmic debts. Those are the main two reasons. И он говорит, друзья мои, слушайте, когда у нас в жизни то, что мы делаем, мы не получаем, у нас, как правило, это является результатом, да, или колдовства, там, темных сил, или кармических долгов. Как правило, будет две причины, почему это происходит. In your case, no sorcery can be strong enough with you, Princess. Yelena, you're strong, but you have some karmic debts to take care of.
Елена, в вашем случае колдовство не является вашей причиной. Вашей причиной являются кармические долги, и вам нужно рассчитаться с вашими долгами. Puma, she's asking, will dispatcher help her? Елена спрашивает, а dispatcher поможет ли ей? Dispatcher na pamancho y chamanacho. Apokona roel kona okikona. Yana pamancho. No, it will help as a little bit of a push, as a support and assistance, but the real help is coming from her. Он говорит, что диспатчо, оно сгладит процессы, да, оно, так сказать, благословит процессы, но оно не разрешит вашей ситуации. Он говорит, это должно быть исходить от вас. So she's asking, how does she need to, okay, let's ask, like, how can we help you? Like, her mom, her daughter, obviously she has karmic situation there. Елена, у вас явно очевидная ситуация с мамой и с дочкой. So, what is her karmic debt before her mom and her daughter? Какой ваш кармический долг тогда перед мамой и перед дочкой? With the mom is financial. С мамой у вас финансовый долг. With the daughter is financial. Now that she doesn't have any money, huh? Well, according to her, it was always an issue, so I don't think anything much changed. So how big is her debt with mom and her daughter? Каковы, насколько большие ее долги и с мамой, и с дочкой? With mom is about 1,000. С мамой долг около $1000. With the daughter is 2,000. С дочкой 2. Yeah. Елена, если мать не хочет покупать, получать деньги, покупайте какой-нибудь подарок на эту сумму. Это может быть, надо найти ее место, это может быть поездка, это может быть какое-то здоровье, то есть это должны быть вещи, которые приоритетны и важны для нее. Так что, Елена, включайте свою голову и думайте, да, над тем, как вам с ними расплатиться, потому что обязательно есть способ. Когда ты хочешь, Елена, правда, то у тебя есть способ. Okay, so she's like, well, my mom does not want to take any help from me. And I was like, you know what, find out, find a way to give it the gift. It could be a trip, it could be something for her health. There is always something can be done if you want it. And turn on your brains and work it out. Correct. Okay, следующий вопрос для Сабины. Next question is Sabina from Turkey. Сабина из Турции спрашивает и ждет. Sabina would like to see if her husband, El-Nur, is under the sorcery magic from his ex-wife. Сабина хотела бы знать, если ее муж El-Nur подвергся какому-то воздействию, да, магии, колдовство и вот всем вот этим вещам со стороны его жены бывшей. Yeah, he's a protection dispatcher because there is major being sent to him. Видите, Сабиночка, он говорит, что сразу же, он говорит, много колдовства, говорит, много на нем сделано порчи, ему сразу же нужно делать диспатчу просто для помощи. So, is it the wife Sona, the one that did the sorcery, это жена его, которая взяла на него колдовство? Yeah. Yes. Да, говорит, это Сана. She said, is this the reason for the arguments that they have between him? Is the sorcery, is the reason? Это и поэтому они постоянно ссорятся. Вот из-за этого колдовства, которое сделала жена бывшая. Yes, otherwise no reason. Да, говорит, абсолютно верно, это из-за колдовства жены бывшей вы ссоритесь, иначе у вас не было бы абсолютно никаких причин. When ex-wives or ex-husbands do sorcery to their exes, usually is not to let them live happily with the new relationship.
and Когда for their health. бывшие жены, бывшие мужья делают колдовство или колдуют на своих бывших партнеров, это для того, чтобы у них не было счастья в новых семьях. И это именно то, что здесь происходит сейчас. She also would like to know, it looks like her husband, looks like his money channels are blocked. The money not coming in. Remember, he was the one the opening cafe. Remember, they've invested 20,000. You said there is no success in there. So she wants to know: is this also the reason that their finances are blocked, also due to the sorcery done? Сабина также спрашивает, похоже, что финансовые каналы также заблокированы, деньги не поступают, там у них был открыт бизнес, и может ли вот это колдовство, которое было сделано его женой, влиять также на их финансы? Yes, because they're together and this business is being affected by this energy, but it's not all that's affecting that business. There's also other elements. Он говорит, и Doubt. это также причина, он говорит, но это не единственная причина, которая была сделана, и не только поэтому финансы не идут. Он говорит, здесь также очень много других причин в финансах, много сомнений, да, много внутренних блоков. So Puma, for the also for Sabina, remember what I said. Love is a more powerful force than any sorcery. Он говорит, запомни, Сабиночка, говорит, любовь – это более сильный источник, чем какое-либо колдовство. So keep activating that love between you two. Так что продолжайте активировать свою любовь. И он говорит, вы справитесь. So how they can help with finances? Ну как же помочь финансам? Just a little bit of more time. It's changing very soon. So do you think dispatcher They've already done a dispatcher, no? Yeah, they are. She's getting dispatcher for the husband. Do they need a dispatcher for the business? Сабина будет брать диспатчер на мужа. Нужно ли брать диспатчер на бизнес? Вот отдельно на финансы. So in their case, do you think they will need two dispatchers? One is a separate dispatcher for the husband to remove the sorcery, and the second dispatcher for the financial abundance? Yes. В данном случае, Сабина, я спрашиваю, нужно ли вам два диспатча? Одно диспатчу на мужа и на снятие колдовства, и другое диспатчу на финансы, да, и снятие блоков с финансов. Он говорит, да, в вашем случае нужно два вида dispatcher. How soon Puma dispatcher will work? Like, could you tell people a little about dispatcher? Как быстро заработают результаты от dispatcher? For some people, it can be the solution. Like, for example, in Yelena's, the other lady's case, it is not the solution, but it's the support and the assistance that they need. Он говорит, поймите, dispatch, hold on a second, dispatch иногда является решением, иногда она является поддержкой. Например, в случае Сабины dispatch будет являться решением ситуации. В случае Елены, которая вот у нас была до этого, да, Елена Елагина, dispatch будет являться поддержкой, но не являться решением. Please continue. So when a dispatcher is a solution, it works instantly, within days, within hours even. Shifts can happen. But when it's the support, it takes a longer time. Когда диспатчер является решением, то тогда результаты мгновенные, просто буквально через несколько часов можно видеть перемены, и результаты идут по нарастающей. Когда диспатчер является поддерживающим решением, то здесь нужно время на это, когда диспатчер является поддерживающим фактором. Puma, what would you tell people
work with medicine plants. Does it work like despacho? Like a lot of people, you know, that are working and they're experiencing blockages. Would work with medicine plants, the one we are planning to do in Mexico, help these people? And could you share a little bit about that? Я говорю, Пума, вот работа с растениями, да, с медицинскими растениями, которые мы делаем в Мексике, но работает как деспачо, но поможет людям, да, избавиться от каких-то таких вот блоков. These ancestral medicines are powerful support for every human being, regardless of their problems and issues, whether they're physical, financial, spiritual, emotional, psychological. Он говорит, работа с этими древними энергиями растений поможет абсолютно каждому человеку, независимо от его проблемы, независимо от его статуса, независимо с чем он работает, там, с финансами, с любовью или со здоровьем. So people need to work with these medicines, yes or yes, and that's why these medicines are becoming more and more available for people, so that they can change their lives, and it produces miracles. Людям It's more нужно. powerful than despacho. Он говорит, людям нужно работать и с Ауяской, и с Сан-Педро. Работает это сильнее даже, чем деспачо. И он говорит, обязательно всем в любом состоянии нужно работать, работать и работать. И именно потому, что оно нужно всем, это на сегодняшний день становится все более распространенным, все более популярным и все более доступным. Для тех, кто не знает, мы едем работать с Ауяской и Сан-Педро, и с Шаманом Пумой. Мы едем в августе на недельку в Мексику, поэтому в Мексику визы не нужны. Мы приглашаем вас присоединяться к нашей поездке для того, чтобы вы смогли сами взять на себя вот эти вот ключи, так сказать, которые откроют новую жизнь для вас. Потому что, как мы видим, можно 20 лет работать, медитировать, активироваться, куда-то ездить, а ВОЗ будет поныне там, результатов не будет. И это касается многих людей. Если вы много-много лет работали над определенными вещами, и они не сдвигаются, вы поймали себя, вы застряли, вы в колесе, попробуйте присоединиться к нам в нашей группе, вот и проработать эти вопросы лично на своем уровне с Шаманом Пумой, с Ауяской и Сан-Педро. I was just inviting people to join us on our trip to Mexico to work with Ayahuasca and San Pedro and Puma, and to have the personal guidance, because as we've seen today, you could be working 20 years, work and meditate and do self-development and have no progress and always be in the vicious circle. Yes. Now, this is another thing. Medicine, ancestral medicine, is not for everybody. Like, it chooses who is ready and who is not. Он говорит, поймите, что вот это... For those people that want to come to Mexico, they need to have the intent and the willpower soon in order to know if the medicine is choosing them. While a despacho can be for everybody, the medicine is not. So people need to really work on this as soon as possible. Он говорит, люди должны работать с этими, говорит, лекарствами, очень понимать, что деспачо нужно для всех, но лекарства, вот эти вот медицина и сила, которая используется Ауяской и Сан-Педро, это, говорит, для избранных. Он говорит, Ауяска и Сан-Педро сама выбирает тех, кто к ней приедет. Поэтому, говорит, вы можете только надеяться, да, что вы сможете с этим попасть. И еще что, несмотря на то, что деспачо можно делать всем, без исключения, то Ауяска и Сан-Педро, она все равно сама выбирает своих тех, кто все-таки придет в ее круг. Yes, Puma. So with that we're complete, unless there are some more questions. И на этом мы завершаем. We are done, Puma. I do have something, but I'll text you on this. And we are waiting for your blessings. Мы ждем твоих благословений. Do you have your pipe with you? Если у тебя твоя трубка. Right here.
Он говорит, вот моя трубка прямо здесь, друзья мои, сейчас наш всех участников ждет благословение, всем, кто смотрит в прямом эфире, всем, кто будет присоединяться к нам в будущем. И если вам нужен кусочек энергии и благословения, присоединяйтесь, смотрите эту запись снова и получайте благословение. Could you tell us what you're doing? Blessings, I want to tell you that the blessing really comes from this powerful land of the Andes. Он говорит, прежде чем я сделаю благословление, поймите, что вы получаете сейчас благословение, которое идет из далеких Анд. The blessing comes from the absolute sun that never rises neither sets. Благословение идет от абсолютного солнца, которое никогда не заходит и никогда не садится. The blessing comes from sacred Mother Earth, where we live, where we eat, where we sleep. Вы получаете благословение от сакральной Матери Земли, где вы кушаете, где вы едите, где вы спите. I am only including in that blessing all of my love, all of my best intentions, all of my best wishes for each one of you. В это благословение я включаю только лишь свою любовь, всю мою целиком и полностью любовь, только самые благостные пожелания, только лишь самые глубочайшие, светлые пожелания. This is the black tobacco. Это черный табак из Амазон, джунгли Амазонки. Powerful spirit that carries the most powerful essences. Это мощный дух, который несет мощные эссенции. So I wish you abundant love. Я желаю вам изобильную любовь, abundant prosperity, изобилия, great health, великое здоровье. So put your right hand in your heart and left hand in the solar plexus. Ложите правую руку на сердце, левую руку на область солнечного сплетения. Because that's the position of I am. Это позиция «Я есть». And here come the blessing. И вот идет благословение. Kui sa mind siia pandid, tulin siia varsti ja pakun aru, kuna tulisi punkotukun näkoiga. Apukona pacuman just kui suks käiva oma siknatarana oma siknatu mahtajana pärisamin serikai panseri tulin seri ja дusturi spiritu. Love you all. Я вас всех люблю. Thank you, Puma, so much. We're so grateful. Мы так благодарны. Until our next time, and hopefully we meet in Mexico. It's soon. Речь говорит, и надеюсь, что я встречусь с вами в Мексике, потому что это уже совсем близко. Yes, indeed. Gracias. Muchas gracias, Puma. Ну что ж, дорогие друзья, мы видим, что благословение, которое мы получили, является позитивной, теплой, приятной, окутывающей нас энергией. Надеюсь, вы также можете ощутить и прочувствовать светлость, легкость, пушистость этих энергий, которые мы сейчас получили. Мы, конечно же, благодарны Пуме за всегда его присутствие, всех участников, которые присутствовали. Он всегда дарит свои благословления.
Наверное, вы уже знаете, что в Перу и в Амазонке шаманы работают и с табаком. Так что надеюсь, что вы все сможете принять это с благоговением и с почитанием. Очень интересные сегодня у нас были истории, очень интересно у нас были ситуации, которые мы рассмотрели в прямом эфире. Я думаю, что они как раз смогут ответить на многие наши и сомнения в жизни, и все. Со своей стороны, конечно же, могу сказать, что да, деспачо, нужная вещь. Все они делают деспачо как минимум раз в году, если тем более уже есть случаи колдовства, если есть уже блоки, если есть уже ситуация, то, друзья, мы только лишь одно могу сказать, что находите способы, расставляйте правильно приоритеты, ставьте себя в центр своей жизни и, конечно же, берите себе деспачо. Для тех из вас, кто более храбрый и захочет отправиться с нами в Перу, в Мексику в августе, то, пожалуйста, ссылка сейчас на экране. Посмотрите, я думаю, что многие из вас могли бы сделать это реальностью, если, конечно же, это ваше желание. Ну что ж, я вас люблю, целую. До новых встреч. Пишите. Оксаночка, Елена, спасибо вам большое за ваши комментарии, за ваши ответы. Дина, Светлана, Михайла, Руслана, Александр, Наталья, Надежда, Мариночка, спасибо вам, дорогие, за то, что вы были здесь, за то, что поддержали и за то, что вы с нами. Да, Леночка, вам тоже спасибо. Мы вас всех любим и до новых встреч.